Билет из Подгорицы в Будву стоил 6,5 евро на человека. В билетах указаны номера мест, но в автобусе рассадка свободная, даже у партнеров Фликсбаса. Автобусы довольно старые, пыльные, на кондее их экономят, либо они не работают. Подгорица произвела впечатление тихого провинциального города с совсем небольшим современным центром. Вот как раз проезжаем одно из главных офисных зданий с дорогими ресторанами и хорошим отелем. Здесь же недалеко расположен большой, по черногорским меркам, торговый центр с известными брендами. Рядом с ним была остановка с загрузкой новых пассажиров и выпиской бумажных билетов. В целом город уютный, зеленый, местами даже живописный. Практически сразу после центра современного начинаются поля и кукурузники маленькие. Очень, конечно, красивое расположение у Подгорицы. Примерно полчаса красивых пейзажей, и вы уже в Цетине, еще одной столице страны с населением 14 тысяч человек. Еще минут 20, и вам открываются панорамные виды на всю Будванскую ривьеру. Отсюда прекрасно видно всю Будву и ее окрестности. Бечичи, Свете Стефан и остров Свете Никола. Автобус плавно спускается вниз по серпантину мимо смотровых площадок. И вскоре мы въезжаем в самый популярный курорт Черногории – Будву. Вот такая автостанция Будвы. Ну ничего, так миленько. Минут через 15 заселяемся в наши апартаменты. Вся дорога от посадки до заселения заняла у нас примерно 3,5 часа. Вот наши апартаменты. Первый этаж. В принципе, неплохо оборудовано так. Чайник есть, стиральная машина есть. Что тут у нас? Посуда. Чашки, кружки. Штопор есть даже. Масло. Угу. Ванная комната. Водонагреватель, душ, ну все такое. Пока совсем не стемнело, идем гулять. Составляем первые впечатления. Конечно, уже темновато, но зато не так жарко, как днем. Успеваем посмотреть променад и немного старый город. Несколько слов о нашей улице Маньский пут, где мы жили в Будве. Переводится как «главная дорога». Она достаточно большая, на ней есть все для туристов. Множество апартаментов, магазинов одежды и сувениров, турбюро, пекары с вкусными дешевыми буреками и выпечкой, кафе, рестораны. Также есть стандартный супермаркет «Мегамаркет» с большим выбором продуктов и бытовой химии. А вот так выглядит завтрак за 7 евро в местном кафе. Дальше у нас главный и самый длинный пляж Будвы Славянский. Периодически награждается голубым флагом за чистоту воды. Вода кажется очень чистой и прозрачной благодаря светлой гальке, но из-за нее же вход в море будет не очень комфортно. Цены на водные развлечения и активности этого типа можете посмотреть на фото. По закону, треть пляжа в Черногории должна быть бесплатной и доступна для всех желающих.
Многие приходят со своими зонтами и лежаками. На платных участках цена комплекта может стоить от 10 до 50 евро, но после 5 вечера лежаки часто бесплатны. Черногория вот такая бывает. Не сильно, конечно, но мусор есть, набросали. Вот в реке рыба плавает мелко, очень много. Река впадает в море. Тема инфраструктуры. Туалеты стоят на пляже 1 евро. Обычно вот такие страшные будки. На автовокзале 50 центов была цена. Так, спортивная инфраструктура. Что-то они тут дровами этими активно топят. Может быть, речки на дровах у них. Может быть, только в ресторанах. Такая фишка. Интересно. Еще здесь повсюду стройка. Гранд базар вдоль пляжа. Экскурсия. В среднем 40-50 евро на человека в день. На целый день экскурсия. Стройки все портят. Заборы стрёмные. Базары. Но следующая улица будет красивая. То есть она уже вся застроена, зеленая. Но что здесь классно в Черногории, это, конечно, у них природа. Я вот таких вот шикарных сосен не видела ни в Италии, ни в Испании. Здесь прям такое все. Что касается зелени. Здесь какая красота. Дерево бугенвилия все в цветах. И олеандр дерево. Белые, розовые. Тут если олеандр, то это не кустики, как в Греции, а прям деревья разноцветные. Вон там еще видно. Пальмы, кипарисы шикарнейшие. В качестве декоративной лианы, создающей тень в дворах и на балконах, очень часто встречается киви. К примеру, ими заплетен весь автовокзал Будвы. Также здесь повсеместно растет и цветет магнолия и роскошные пальмы. Старый город Будва неизменно остается центром притяжения туристов, особенно в вечернее время. Он небольшой, но уютный. Много заведений, магазинов, хорошие декорации для съемки исторического фильма или селфи. В некоторых местах открываются красивые виды на залив и на Будву. К сожалению, много котов бездомных в Будве, но поменьше, чем в Турции. Рядом со старым городом находится еще одна достопримечательность – дорога вдоль моря и скал к живописному пляжу Магрен. Точнее, к 2 пляжам, разделенным проходом в скале. Песок здесь очень рыхлый, и ноги постоянно проваливаются. Здесь все выглядит более аккуратно и привлекательно. Лежаки мягкие, удобный вход в море, потрясающая вода. Но в сезон весь пляж заставлен столиками, лежаками, то есть свободного места почти нет. Очень много людей. Очереди в кабинке для переодевания. Но все компенсирует роскошные виды. Теплая вода и чистое море.